Всем привет! Сегодня мы в Камбодже продолжаем читать слова назидания Абая. Кстати, эту книгу оставим в местной библиотечке в отеле. Если кто найдет, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что нашли книгу. Думаю, полезно будет для местных туристов. 1897 год. 39 слово. У наших отцов и дедов, по сравнению с сегодняшним поколением, конечно, было меньше знаний, обходительности, изящества и опрятности. Но при всем при этом деды наши обладали такими двумя качествами, которыми мы сейчас никак не можем похвалиться. Мы постепенно изживали недостатки, доставшиеся нам в наследство, и, кажется, не заметили, где и при каких обстоятельствах растеряли указанные выше два качества, характерные для нашего народа. Мы приобретали многое, стали образованнее, жизнь безудержно движется вперед. Но, не вернув в себе этих двух возвышающих человека качеств, мы не сможем встать в ряд с великими народами. Больше того, все наши достижения и поиски оборачиваются не на пользу нам, а во вред. Эти качества назывались стремлением к единству и заботой о чести. Что они означали и какое место занимали в нашей жизни? Первое. В древние времена в народе умели почитать лучших мужей, самых мудрых и честных из них облачали особыми полномочиями и называли ель-басы, глава народа, и топ-басы, предводитель общины. Эти избранные решали все споры и тяжбы, управляли всей жизнью страны, а все остальные беспрекословно подчинялись их воле и занимались своим большим и малыми хозяйскими делами. В народе говорили: возьми в руки альчик и, если годится, сделай из него биту. Но при этом добавляли: когда каждый мнит себя бием, людям тесно на земле, когда народ един со своим вождем, он не сгорит и в огне. Да, народ стоял стеной за своих предводителей, отдав им в руки бразды правления и помогая им во всем. Он не замечал недостатков своих кумиров, славил их прозорливость и, почитая как божество, он становился лучше и сам. О чем же, как не о благоденствии и возвышении своей страны оставалось печься вождям, когда богатство народа было их богатством, а люди их братьями. Второе. Родичи прекращали междоусобицы и забывали всякие обиды, когда в аулах упоминали имена предков и взывали к их духу, вставали как один на защиту обиженного. В степи бытовала пословица: кто не дорожит своей честью, тот становится жертвой недуга. И снова люди предостерегали друг друга: ничтожное меньшинство, погрязшее в распрях, способно свести на нет достояние большинства. Говорили еще: у шести склочников добро уведут из-под носа, четверо дружных добудут то, что спрятано на небе. Родич может потерять все, но не должен терять кровные узы. Кто любит дорогу, найдет казну, кто подвержен склокам, повстречает беду. Где сейчас эти два высоких качества? Они тоже были плодами достоинства и стойкости, неустанной жизненной борьбы и опыта, и, потеряв эти славные качества, мы потеряли все. Теперь не дружат, душевное расположение заменил обман, и не умеет враждовать, гнев подменен завистью и склоками. (1897 год). 40 слово. Кто ответит на мои вопросы? Почему у нас, казахов, мертвые удостаиваются похвалы, а о живых ходит лишь недобрая молва? Почему ослабевшие старики ладят с молодыми, а между собой не могут жить в согласии, хотя и теряют своих сверстников? Мы болеем душой за соплеменника и любим его, как родного брата, пока он живет на чужбине, но почему готовы прогнать его, когда он возвращается на родину? Почему мы склонны восхищаться и превозносить до небес достойного, в
чужом роду, но не признаем сородича, будь он на целую голову выше чужака. Почему путник, оказавшись в чужой стране, врет без зазрения совести, расхваливая свой край? И почему, вернувшись, он снова лжет, расхваливая чужие дали? Почему казах обожает своего ребенка, пока тот мал, и охладевает к нему, когда он уже вырос? Почему иного родича не докличешься на радостный той, тяжкие похороны и честное дело, но тут как тут, когда дело доходит до набегов и воровства? Как понять родича, который и пальцем не пошевелил, чтобы твой скакун первым пришел к финишу, но обиделся, когда его обошли при делении приза? В старину люди до самой смерти вспоминали о доброй душе, которая в каком-то памятном году помогла заблудшему найти дорогу, когда конь под ним вконец выбился из сил. Почему в наши дни, с благодарностью приняв твою помощь, люди забывают об этом уже в следующем году? Чем объяснить, что сын бая, обнищав, не стыдится воровать, а служить другому баю считает для себя зазорным? Почему двум умным людям трудно ужиться в одной стране, а два подлеца сходятся так тесно, что их водой не разольешь? Почему тот, кого ты считал другом и посадил на скакуна, отвернулся от тебя, получив стригунка твоего недруга? Почему человек готов пожертвовать другом, который слушает его каждый день, ради врага, который выслушает его однажды? Почему большинство людей не желает добра своим друзьям? И почему человек становится непримиримым врагом, когда его другу удается возвыситься? Есть люди, которые не могут найти себе советчика. Почему же они избегают человека, который знает всю его подноготную? Некоторые люди ведут себя в гостях так, как будто пригнали с собой весь свой скот. Но почему отгоняют скот подальше от дома, когда к ним самим наезжают гости? Почему люди так жаждут мира, если он очень скоро утомляет их? Почему живые вдохновенные люди, не имущие даже тогда, когда они правят народом? Почему Токал, младшие жены, всегда строптивы? Почему люди с темной душой безглядно смелы? И почему люди бедные выделяются упрямством? Почему сдержанные, ведущие умеренный образ жизни люди считаются слабыми, а распутники и хвостуны, не способные прожить и дня без скандала, слывут удалыми? Казахов не удивишь правдивым словом, они не прислушиваются к нему, отмахиваются, словно бы им не досуг заниматься пустыми разговорами. Но стоит появиться вымыслу, как они сбиваются вокруг него, подобно молоку, в которое брошена закваска. И не уйдут, пока не дослушают все до последнего слова, даже если все их собственные дела за это время с концами уйдут под воду. 1897 год. 41 слово. Человек, который озабочен будущим казахов и собирается не только давать советы, а поставить их на путь истинный, должен обладать двумя вещами. Первое. В руках этого человека должна быть сосредоточена вся власть по управлению народом. Только тогда он сможет насильно забирать у родителей детей и посылать их на учебу. Детей следует определять в различные медресе, ибо наук великое множество, и необходимо овладевать ими всеми. Надо учитывать, что каждая медресе имеет определенное направление, поэтому и детей, исходя из их наклонностей, нужно направлять одного по одному пути, другого по другому. Девушек тоже следует приобщить к учебе, пусть они изучают хотя бы религиозные науки, если невозможно заняться другими. Надо добиться, чтобы народ изыскал средства, необходимые для учебы детей и их содержания. И вот тогда, когда эти юноши и девушки обогатят себя знаниями, а их отцы поймут, что пора им перестать повелевать степной жизнью и уступят детям свое место, может быть, казахи и выправят свое незавидное положение. Второе. В руках этого человека должны быть несметные богатства. Лишь в этом случае он будет способен одарить казахов, у которых заберет детей, чтобы послать их на учебу. Но нет сегодня такой власти, которая была бы настолько сильна, чтобы поддержать народ в повиновении.
и не найти на необъятных степных просторах такого богача, который был бы в состоянии задобрить всех казахов. А словами казаха не возьмешь, советами не выправишь, угрозами не испугаешь, упреками не устыдишь. Не имея возможности познать смысл жизни, он остался невеждой, что противоречит назначению человека. И это невежество, доставшееся ему в наследство от отцов, вместе с материнским молоком вошло ему в кровь и в плоть, и убило в нем человечность. И не думают теперь степняки, что есть на свете вещи более интересные, чем глупый смех, беспристрастное шушуканье, ссоры и грызня. Если и приходит им в голову такая мысль, она долго не задерживается. Задержалась бы, если бы человек на минуту остановился, чтобы выслушать дельный совет. Но если он и остановится, то будет слушать тебя вполуха. Глаза бегают по сторонам, а мысли витают на небе. Тщетно доказывать все это казаху. В одно ухо впустит он твои слова, из другого выпустит. Как нам быть в такой ситуации? Что посоветуете предпринять, чтобы стать просвещенным народом? Вот мы и прочитали очередные слова назидания Абая. Через 3 дня дочитаем последние слова и оставим книжку здесь в отеле в Камбодже. Кто найдет, напишите в комментариях, пожалуйста. Всем пока-пока.